Привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться таким важным путем, наверное, в моей собственной трансформации и видении, и, собственно, через это видение построения той жизни, которую я хочу. Я хочу с вами поделиться какими-то важными инсайтами, техниками, практиками, как же сделать нашу жизнь, причем на каждодневной основе, более яркой, более насыщенной, более счастливой, более полноценной в принципе. Меня зовут Катерина Фрай. Я являюсь философом, психологом, трансформационным ментором, и ввиду своего образования я часто мыслю, можно сказать, в каких-то таких афоризмах. Наверное, сегодня тоже вот хочу несколько упомянуть, которые, вот знаете, как-то особенно сильно тронули меня, и которых я решила, можно сказать, интегрировать в свою жизнь вот как какой-то девиз. Надеюсь, что они для вас тоже окажутся полезными, заставят задуматься и перестроить какие-то моменты в сторону движения к большему счастью, осознанности, насыщенности вашей жизни. И одна фраза, которая мне прям очень понравилась, я даже хотела ее вот буквально на стене выгравировать. Эту фразу сказал Марк Твейн, и звучит она следующим образом. «Дай каждому своему дню шанс стать самым замечательным днем в твоей жизни». Ну, возможно, там нюансы перевода, но смысл такой. И мне кажется, что эта фраза, она буквально потрясающе передает смысл, потому что мы же творцы. Кто другой, если не мы, творим наш день? Это вот формулировка «дайте шанс нашему дню». И мне кажется, что это просто гениальная фраза, потому что действительно, отдаете ли вы шанс своему дню стать ярким, насыщенным, полным, запоминающимся? Потому что это только в наших силах, никто другой этого сделать не сможет. И вообще сегодня ученые, которые изучают мозг, они устанавливают, что мы живем 95% просто на автопилоте. То есть мы выполняем какие-то рутинные задачи, мы даже не осознаем, что происходит, где мы, как мы себя чувствуем. То есть это просто какой-то такой поток, и мы в нем. И, как сказал, если я не ошибаюсь, Джим Рон, что жизнь — это не количество прожитых дней, это количество запомнившихся моментов. И если мы вот возьмем понятие счастья, на самом деле счастье строится из абсолютно элементарных вещей, из чего-то абсолютно тривиального. Когда мы нашли, например, время в обед выйти в парк, погулять и послушать птиц. Не думать про завтра, не думать про сегодня, а прочувствовать этот момент, насладиться красотой цветов, структурой коры дерева, пением птиц. То есть это такие маленькие моменты, которые делают этот день каким-то незабываемым, каким-то особенным, по крайней мере. И еще одна фраза, которая меня как-то так даже немного испугала в своей правильности. Это, если не ошибаюсь, Леннон сказал, что жизнь — это то, что происходит с нами, когда мы строим планы. И на самом деле просто это потрясающая глубина. На самом деле, действительно, мы живем постоянно в переваривании в прошлого, в переваривании будущего, планировании. Но то, что происходит с нами сейчас, то есть мы не дарим этому моменту нашего внимания, мы не дарим этому моменту как бы всей полноты бытия. И я хочу, чтобы мы как-то все вместе научились просыпаться, научились осознавать и научились дарить каждому мгновению шанс стать прекрасным в нашей жизни. И в этом контексте сейчас тоже всплывает фраза Конфуция, которая тоже вот просто как нельзя в точку. Он говорит о том, что мы живем, как будто бы никогда не умрем, а умираем, как будто бы никогда и не жили. Это действительно так. То есть мы просто тратим свое время куда-то, на что-то, на какую-то рутину, то, что нам не несет никакой ценности, вместо того, чтобы осознавать, что мы хотим, как мы хотим, куда мы хотим, и идти и строить
это встраивать это в каждый свой день, в каждый момент осознанности. И вот в этом контексте я вспоминаю, я читала одно из исследований. Смысл в том, что производился опрос людей, уже можно сказать, на смертном одре, и их опрашивали именно на тематику, о чем они жалеют, как бы они прожили или перестроили свою жизнь по-другому. И один из самых частых ответов это был тот, что люди не позволяли себе жить своей жизнью, а часто просто пытались жить так, как от них хотели другие. Представляете? И мне кажется, что это очень-очень глубокая мысль. Каждому из нас следует задуматься. Потому что очень часто мы делаем то, что хотят от нас близкие, родные, друзья, коллеги. А что же хотим мы? Вообще, когда-либо мы сами отвечали себе на этот вопрос? Вообще, когда-либо мы ставили себя в центр? А что хочу я? А что важно мне? А какие представления имею я? А каким должен быть мой идеальный день? А как может выглядеть моя идеальная жизнь? А как может выглядеть мой идеальный выходной? И вообще даже факт вот осознанности, мне кажется, это уже огромное откровение на пути к себе. Потому что, как было уже сказано выше, вот ту статистику, которую я приводила, что более 95% времени мы пребываем в состоянии неосознанности, то очень важно вот просто взять и ответить себе на вопрос. Это тоже очень классная техника, я вам ее рекомендую. И это такая техника, лакмусовая бумажка, которая одновременно покажет, насколько вы можете быть центром, насколько вы цените, любите и уважаете самого себя. Можете вот прямо сейчас поставить на паузу, взять листок и напишите 100 желаний. Любых. Чего бы вам хотелось? Пойти там, не знаю, в бассейн, в сауну, в парк, встретить рассвет солнца. Все, что вам приходит в голову. Поехать в какие-то страны, какие-то путешествия. Все, что угодно. 100 желаний. И зачастую то, что я вижу в своей практике, очень многие люди уже затрудняются после 10. И это показывает, опять-таки, вот эту призму, где я в системе ценностей. Потому что это только наша жизнь, и она одна, и у нас не будет такого шанса другого. И жизнь, она прекрасна, и она прекрасна в каких-то мелочах. Для этого не нужно какие-то обстоятельства для того, чтобы смочь осуществить то или другое. Конечно, это уже какие-то цели, планы, большие проекты, но для того, чтобы просто осознать момент и поблагодарить за то, что я жив, за то, что я счастлив, за то, что я вижу лучи солнца, за то, что я слышу пение птиц. И это уже моменты прекрасного. Просто если мы на них начнем больше концентрироваться, то автоматически начнутся меняться процессы в нашем, в том числе, головном мозге, и все наши реакции начнут изменяться. И это просто запустит определенный каскад позитивных изменений в нашей жизни. И опять-таки, возвращаясь к опросу и к вопросу, о чем же они жалели, вот одна из тем была та, которую я вам сейчас указала, это то, что люди не жили своей собственной жизнью. На втором частом месте было то, что люди не сказали, где-то не высказали важных эмоций, не проявили себя. И это тоже очень важный момент, потому что иногда нам кажется, что жизнь, она такая бесконечная. Мы никогда не знаем, что и как может случиться уже буквально завтра. Поэтому мне кажется, что очень важно просто вот этот вот момент осознанности. Если вы можете сказать вашему близкому человеку, что вы его любите, скажите это 10 раз. Если вы можете обнять вашего близкого человека, сделайте это максимально часто. Потому что момент, он вот сейчас, он прекрасен, и у нас есть этот момент. И если вы где-то сомневаетесь, если вы где-то думаете, что вы где-то выполняете
скорее ожидания других. Обратите свои взоры на себя, подумайте о себе. Также другие, это было то, что слишком много работали, но это как бы наша реальность, от нее не уйдешь. На самом деле, как бы мне кажется, что вот эти моменты, они были такие самые-самые ключевые, и я бы хотела сказать, спросить вас в том числе, как вы наполняете свой день? Задумывались ли вы когда-нибудь вообще, в принципе, как сделать вот этот вот уровень дня более счастливый? И зачастую вот мы живем в таком очень продуктивном обществе, и мы все ставим цели, задачи, достигаем. А вопрос как бы зачастую, вы знаете, запланировать на следующий день свой эмоциональный фон. Какой этот день должен быть, например? То есть это тоже такого рода планирование, но я хочу, чтобы он был счастливый, или я хочу, чтобы он был гармоничный, или вот, а какой день вы хотели бы, чтобы он был? И вот как бы ставьте себе, можно сказать, таким фокусом на перспективу, какой день вы хотите, какой он должен быть. В любом случае, смысл у каждого свой. И каждый из вас обязательно найдет свои ответы, а как сделать этот день счастливым, радостным, ярким, незабываемым. И пишите в комментариях обязательно, вот, а что вы попробуете внедрить, а как вы попробуете сделать ваш этот каждый день незабываемым. И просто осознавайте, вспоминайте и дарите себе эту возможность. Дарите в первую очередь себе эту возможность и каждому вашему дню. Я вас крепко обнимаю. Всего вам самого доброго. Если вам нравится контент, подписывайтесь. Если вы хотите пойти в глубокую индивидуальную трансформацию, то записывайтесь на индивидуальную работу.